Вы только посмотрите, где мы сегодня будем ночевать. Вокруг нас сплошные вот такие деревья. Это не просто дерево. Эти деревья не изменились за 300 миллионов лет. Такие же росли во время динозавров. Араукария называются они. Это хвойные деревья. Наверное, многие такие видели. Бывают, иногда встречаются в парках в Европе. Они завезены отсюда. Родина их Чили и Аргентина. Это вот такие острые. И как иголки, не иголки, листочки. Похоже на елку. Вот. 300 миллионов лет не изменились. Смотрите, какая кора. Такой панцирь. Очень твердая. Они точно такие же, как их видели динозавры. Самое большое дерево, которое на сегодняшний день существует, имеет в обхват более 6 метров. Араукария получила название от провинции Араука в южной части Чили. Эту местность населяют арауканы, группа индейских племен. Это самое необычное из хвойных деревьев. Говорят, что даже птицы не садятся на его ветви, настолько жесткие и колючие его листья. Рыбу я не поймал в горных речках и озерах, ну и не пытался. Зато мы сейчас доехали в регион, где этой рыбы можно купить в магазине. Рыбаки местные походу продают. Оля сейчас нам готовит как раз филе из такой рыбы. Проезжаем сейчас в регион Семи озер, называется место. И вокруг везде вот такие водоемы с чистой прозрачной водой. Вообще просто поразительно чистая такая. Но рыбы пока не видел, чтобы плавала. Поэтому ловить не пытаюсь. Мы остановились на одном из 7 озер, и я установил маркизу, которой до этого времени мы не пользовались. А зря. Оля решила покормить диких уток, вот таких интересных. Ну, смелая, смотри, ты можешь руки покормить. Маркизой мы будем пользоваться теперь чаще, так как в Аргентине середина лета, и температура воздуха зашкаливает и достигает более 40 градусов, а тень найти не всегда получается. Ехали по горной дороге и вдруг увидели множество машин, стоящих на обочине. Оказалось, что отсюда начинается путь к водопаду. Мы пошли примерно час, пересекли горную речку с холодной водой, но зато потом открылся вот такой прекрасный вид. Мы первый раз в Аргентине увидели вот такой магазинчик. Мамушка с матрешками. Видите, сколько народу за... Вот такие вот конфеты тут продаются. Здесь шоколад. И вот мы видим тут куличи. Что все? Малиновый компот за 11. Малиновый компот за $11. Вот такая Наверное, очень вот вкусный.
на трехе. Simplemente yo te digo la verdad, ya. No tengo que decirte nada pasar. Мы находимся в далекой глуши в Аргентине. И вот раньше сюда ходили, была проложена железная дорога, и ходили вот такие вагончики с паровозиками. Тут еще есть вот такой розовый домик. Такой вот. А зашли мы сюда, конечно же, по просьбе Оли, замороженным. Вон она уже ищет, выбирает. Мороженое, как мороженое, но вкусное они тут делают. Оказывается, эти вагончики имеют вход сбоку из ресторана. К сожалению, он сейчас закрыт, но мы все равно попытались заглянуть вовнутрь. Там вот столики, все, лавочки оригинальные, номера еще на лавочках стоят. И вот такие всякие таблички повешены. Ну вот, то есть они приспособлены. Видите? Винный ресторан. Ну все, после Нового года дизель 1 евро. Дождались. Не зря люди все заправлялись перед Новым годом. Заскочили пообедать. Проезжали небольшой ресторанчик. Вот, решили поесть аргентинской баранины очередной раз. Овощи на гриле. Всякие соусы. Да, Оленька, тебе нравится наш обед? Нормально, не переедим, надеюсь. Я думаю, что мы с собой заберем. Да. Косточки забираем с собой для собачек, правильно? Вот, все. Там, кстати, уже возле ресторана. А там уже ждут собачки возле ресторана. It's her. Nothing else makes me feel high. She's like such a light. This girl. Вот в такой пустоши мы сегодня ночевали. Интересные кустики такие полукруглые, равномерно разбросанные по такой мелкокаменистой почве. Сверху видно это место лучше. Это уже потухший вулкан. Он нам не доставлял дискомфорта. А Оля сегодня с утра решила немножко посидеть, готовить для вас очередное видео. Подбирает музыку. Мы еще тут побудем часочек и поедем дальше. А вид сверху выглядит еще интереснее. Заехали в мастерскую отбалансировать колеса. Немножко тянет вправо, потому что поменяли амортизатор, а балансировки там не было. И вот мы проехали уже почти 500 километров и только нашли первую возможность, где можно балансировать колеса. Ну, здесь такая большая мастерская. Наш маршрут по Аргентине не был составлен заранее. Мы планируем его ежедневно и часто попадаем в удивительные места, как и в этот раз. Каньон Атуэль.
Самый удивительный каньон, который мы видели в Аргентине. Его протяженность 40 километров. По пути то и дело попадаются самые разные причудливые скальные образования. Каждое образование имеет свое название. Мы едем, Андрей говорит, смотри, там слоны. Подъезжаем, табличка действительно называется «Это слоны место». Вот они. Самая крупная скальная группа называется Музей восковых фигур. А кульминацией этого маршрута совершенно неожиданно стала грандиозная панорама с невероятными формами и очертаниями на водохранилище Вале-Гранде. Мы заехали в винный регион Мендоза. Здесь произрастает виноград Мальбек. И мы сейчас поедем и будем снимать на дроне. Возле виноградника живут такие совушки. Сегодня заночую между скал. Тут пришли посетители к нам. Вот так вот. Вот столько много. А у них там дверь закрыта. Я даже не знаю, куда они теперь пойдут. Звоните, вам откроют. Громче звоните. Давайте. Ждут чего-то. И тут начался доселе невиданный закат. Аж жутковато стало. Он все краснел и краснел. А Оля сравнила его с апокалипсисом. Привет, друзья! Привет. Мы добрались до города Мендоза, центра виноделия в Аргентине. И сегодня решили поехать в горы. Поднимемся только насколько будет возможно, примерно 1000 на 3. А потом спустимся обратно к Мендозе и поедем в винные, смотреть плантации, дегустировать. Ну и погода такая классная, что так и тянет в горы. А сегодня мы ночевали вот на таком дивном озере. Сейчас мы вам покажем. Мы заехали на небольшой участок суши, который находится в центре озера почти. И заночевали здесь. Вот с таким вот видом. Посмотрите, какое отражение сегодня. Ветра нету почти. И вот такой вот вид. Вот так мы здесь стояли. Здесь находится самая высокая вершина Южной Америки. Ее высота 7000. Мы где-то будем недалеко от нее проезжать. Не знаю, на какую высоту мы заедем, но не меньше 3000. А еще мы остановимся у обзорной площадки Мост Инков. А потом вернемся обратно в Мендозу и продолжим наше путешествие по Аргентине.
Мост инков – естественное горное образование, соединяющее два берега реки Мендоса. Этот мост использовался со времен инков для пересечения Анд. Ребят, мы доехали до самой высокой горы Южной и Северной Америки. Она перед нами. Оля, как она называется? Аконкагуа. Молодец. Сейчас мы подъедем чуть поближе. Нас пустили подъехать на 1 километр ближе, и там будет потом маршрут. Мы пойдем по нему, там буквально пару километров. Подойдем на точки, откуда будет видно ее полностью, и оттуда заснимем еще. Вход в парк Аконкагуа платный, 6 евро за двоих. Нас пока не пропускают, мы ждем, пока приземлится вертолет, который прилетел за альпинистами. Очень тяжело подниматься, высота 3000 метров. Не хватает воздуха. Как тебе? Дышишь нормально? Всего лишь 3000, поэтому так мелкая адаптация сейчас должна пройти. Нам же еще подниматься до 5000, поэтому Нет. не сегодня, конечно. Мы пришли на обзорную площадку. Вот вид. Оля не может пройти мимо каменных россыпей. Обязательно надо собрать пирамидку, либо доложить к существующим. Ну вот, молодец. Я тоже сейчас сделаю. Тоже хочешь? Гора Аконкагуа – главная вершина Южной Америки. Входит в список 7 вершин мира. Это самая высокая гора за пределами Гималаев. Вершина славится ураганными ветрами и резко меняющейся погодой, что затрудняет подъем. Но тем не менее мой знакомый побывал на ней 3 раза и только 1 раз достиг вершины. Именно из-за погоды. А вот таким образом доставляется провизия альпинистам. На обратном пути мы наткнулись на табличку, где упоминается кругосветное путешествие Чарльза Дарвина. Благодаря ему на карту были нанесены очертания южной части Южной Америки. Всю мощь аргентинских ветров мы испытали на себе. Счастливые и довольные мы возвращались с горы и еще не знали, что случилось с нашим автобусом. Об этом смотрите наш следующий выпуск. Simplemente digo, la verdad no tengo nada que decir contigo ya. Ya no tengo sentido, solamente tengo que vivir.